В последнее время во всем мире усилилось информационное давление на Россию. Казалось бы, внимание всех СМИ должно быть сосредоточено на США. Но нет, все больше грязи льется на Россию и Владимира Путина. В ход идут все старые трюки. Стряхнули нафталин с поднадоевшей ситуации с Навальным, не поленившись заглянуть ему в трусы. Байден ведет риторику о введении новых санкций против России, не утруждая себя никакими разумными доводами. Бывшие соратники, а точнее, ситуативные союзники Трампа Уильям Барр и Майк Помпео в один голос твердят о русском следе в недавних массовых хакерских атаках на США. Британия, решив полностью принести в жертву глобалистским интересам как свою экономику, так и население, объявляет о новом чрезвычайно заразном штамме коронавируса, вынуждая людей массово убегать из якобы зачумленного Лондона в Восточную Европу, в том числе и в Прибалтику. При этом интересы восточноевропейских государств-устроителей мирового хаоса не интересуют совсем, от слова «геноцид». Как еще можно назвать запрет использования российской вакцины на фоне удручающих задержек с поставками европейских и американских аналогов? В самой Европе не прекращаются протесты, но это тоже никого, похоже, не волнует, кроме людей, потерявших и работу, и здоровье на фоне бесконечных локдаунов. При этом и Трамп, и Путин изо всех сил стараются удержать сходящую с ума ситуацию от сползания в новую мировую войну. Российские миротворцы успешно хранят мир в Нагорном Карабахе. Трамп подписывает уже третье соглашение о мире на Ближнем Востоке, между Израилем и Суданом. Какое складывается впечатление? А такое, что несмотря на победные рапорты Байдена и его команды, глобалисты чего-то панически боятся. И судя по антироссийской политике, возведенной почти в ранг мировой религии, боятся именно России. Понятно, что Владимир Путин не может оказывать помощь Трампу, вмешиваясь в дела иного государства. Понятно и то, что Трамп не может попросить о помощи своего российского коллегу, по тем же причинам. Но треска соросят продолжается. Их поджимает время, против них выступают люди по всему миру. Им не сдается Дональд Трамп. Но боятся они именно России. Значит, именно из России от Владимира Путина может прийти спасение. И глобалисты что-то знают об этом. И трясет их не просто так. Кажется, в этом вопросе им можно поверить. В виде исключения,